Но мне кажется, что вот события как раз прошлого года в связи с президентскими выборами показали, что как раз именно молодежь, она четко позиционирует себя в качестве той самой силы, которая не имеет страх перед властью. Она не фетишизирует ее, понимаете? То есть она реально требует изменений. Запрос на изменения у нее очень серьезный. И этот запрос на изменения в прошлом году возник даже у той части общества казахстанской, которая была аполитичным. Она, по сути, не интересовалась политикой. А ковид, коронавирус, в этом году просто показал даже тем, кто считал, ну, в принципе, ничего страшного, лишь бы не было войны в Казахстане, живем же, да? Он тут показал, что эта система не работоспособна, она не защищает никого, кем бы ты ни был. Как бы ты ее ни пытался обелить, там где-то отстоять эту систему, вдруг эта система бросила тебя на произвол судьбы. Правильно говорят, что был период даже без власти, да, там в июле, например. Реально куда-то исчезли все. Государства не было, все спасали сами себя. Понимаете, это был хаос, бардак управленческий. Вот. Поэтому, на самом деле, я думаю, вот как раз-таки здесь скепсиса и пессимизма не должно быть касательно правозащитной деятельности. Наоборот, сейчас у правозащитного поля, мне кажется, такая идет новая реинкарнация, да, вот как бы появление, возможно, новых. Появятся новые игроки, новые активисты, вот, потому что даже те, кто когда-то считал, что это небольшая для него проблема, вдруг понял, что это касается его непосредственно. Когда плохая медицина, плохое образование, когда государственные органы тебе не помогают в кризисной ситуации, когда ты не можешь купить медикаменты, когда больницы не работают на твое здоровье. Это все связано с правами человека, понимаете? Когда люди вдруг начинают, пострадали от нашей медицины и не знают, к кому обратиться и как защитить свое право, они вдруг начинают понимать, что необходимо что-то делать. То есть я думаю, что как раз-таки вот события прошлого года и эпидемия коронавируса, наоборот, мне кажется, создают новую платформу и основу для появления новой когорты правозащитников. Понятно то, что их тоже нужно учить, понимаете? Вот даже, например, я на своем уровне пытаюсь это делать через образовательные вещи. Вот у меня есть YouTube-канал Аудитория МКЗ. Таких образовательных каналов должно быть много. Могу сказать, что запрос на них есть, уже появился. Люди все равно задают вопрос, а что делать, а как, а куда обратиться. Вот поэтому мне кажется, то, что чем больше будет разных площадок, разных групп, разных информационных каналов, связанных с правозащитной деятельностью, тем больше вы найдете благодарную аудиторию. Она уже есть, она уже появляется. Да, она не уходит на площади, да, она сейчас активно не позиционирует себя как правозащитники, но она имеет запрос на такую информацию. Она вдруг стала понимать, что их права придется им отставить самим. Вот. И желательно ставить грамотно и отстаивать с определенной долей эффективности. А кто им поможет? Только правозащитники могут помочь. Но опять же, если посмотреть на существующие тренды в мире, то количество авторитарных государств в любом случае сокращается. Мы даже посмотрим события в Беларуси. То есть мы видим, что даже там, в этой системе, где вроде бы тоже многие были довольны когда-то политикой, там, Лукашенко, внутренней, может быть, внешней и так далее, мы видим, что там появился большой запрос на изменения, эти митинги, процессы показали, что любые системы будут трещать, если они не исходят с точки зрения интересов граждан, с точки зрения отстаивания их политических прав, гражданских прав и так далее. Потом, опять же, если речь идет о Казахстане, понимаете, в системе, где критиков наказывают, критиков этой системы, а ведь критики системы, мне кажется, это самые главные помощники любой системы, потому что они указывают уязвимые зоны, которые завтра могут взорваться и разрушить эту систему. Так вот, в системе, где критиков наказывают, а льстецов приближают, эта система обречена. Понимаете? Да, она может просуществовать определенный период времени, но система, которая рассматривает критиков в качестве врагов, она просто не готова на самоизменение, на реформирование, на модернизацию. Потом, опять же, сейчас говорит о слышащем государстве, но нужно действующее государство, как правильно говорят, действующее, с точки зрения конкретных реформ. Слышать это одно, слушать это другое, а вот действовать это третье. И это лучше делать сейчас, потому что, во-первых, давайте исходить из того, что Казахстан же не на Луне находится, мы находимся в глобальном мире, динамика очень высокая. Я вот часто разговариваю даже с представителями бизнеса, и знаете, какой интересный момент? Я задаю вопрос, а вот вы, если бы предложили власти, с чего стоило начать в плане того, чтобы бизнес в Казахстане был конкурентным? И знаете, что они отвечают? С политических реформ. То есть даже бизнес, который долгое время эту тему не любил поднимать, они стали понимать, что без политических реформ даже экономика не развивается. А политические реформы, опять же, это не национальный совет, там, общественное доверие, это там, не праймерис Ротана, все это мистификация. Это опять же те вот эти конкретные рекомендации, предложения, которые звучат уже не первый год с точки зрения
изменение партийного законодательства, формирование нового парламента за счет электоральных партий, принятие закона о местном самоуправлении, реформу судебно-правоохранительной системы. То есть уже большой, на самом деле, из тех предложений, рекомендаций, которые за эти годы было озвучено, давно уже сложен конкретный пакет мер, что делать властям. Там не надо ничего думать, все есть, все уже предложено разными активистами. Но опять же, власть боится делать изменения, потому что она, с одной стороны, слишком консервативна, с другой стороны, она понимает, что если начнутся изменения, то тогда в этой системе ей, может быть, не будет места. Понимаете? И многим представителям этой власти. Она этого, в первую очередь, боится, потому что для нее власть – это синоним собственности. Это не просто про это собственность, это и капитал. Вот. А что касается гражданского общества, знаете, я помню гражданское общество 90-х годов, когда было, помните, вот эта эйфория, энтузиазм, НПО, политические партии, СМИ создавались и так далее. Потом возникло ощущение, что то гражданское общество умерло. Да, ну, многие исчезли с поля, ушли, там, как бы, уже его нет, того гражданского общества, которое помню в 90-х годах. Но я сейчас вижу все-таки реинкарнацию гражданского общества через волонтерские организации, через социальные сети. Они охватывают больше людей, там появляется больше групп. Да, не все сейчас себя позиционируют в качестве политических активистов или правозащитников, но я вижу, что, например, даже если вы занимаетесь экологической проблемой, в любом случае вы упираетесь в вопрос изменения системы. Понимаете? Рано или поздно вы упрете. Если вы занимаетесь защитой животных, вы все равно будете упираться в систему. Вот. Любую проблему, какую не возьмите, даже самую политическую, вы в любом случае упретесь в то, что эта проблема не будет решена, если не будет проведена в системе политические изменения, если она не будет меняться с точки зрения интересов граждан. Понимаете? Поэтому на самом деле я думаю, что ставить, скажем так, то есть завершать наше общение на такой пессимистической ноте не стоит, потому что, во-первых, жизнь продолжается. Вот, в Казахстане с прошлого года мы видим все-таки определенную волну интереса к политике, это уже хорошо, и определенную активность, в том числе и гражданскую. Будут в следующем году парламентские выборы. Вот, я думаю, что они в какой-то степени создадут новую волну этой активности, судя по тому, что к ней уже готовятся гражданские активисты. Поэтому в любом случае, хочется сказать, вода камень точит, но на самом деле эта вода уже камень точит очень давно. Мне кажется, то, что если власть не поймет очень простую истину, если вы не будете менять систему сами, помните, когда у Кеннеди был известный афоризм, да? Те, кто не готовит, скажем так, мирную революцию, делает насильственную революцию неизбежной. Понимаете? Вот такой у него афоризм есть. Вот. И по сути, вот даже последние события в Кыргызстане показали, вот, что несмотря на две революции, на усталость населения от политических изменений, в любом случае, если вы не учитываете интересы граждан, граждане всегда будут готовы, скажем так, эту систему попытаться подменять по своему образу и подобию. Поэтому мне кажется, то, что реформы, изменения в Казахстане, они в любом случае будут проходить. И самая главная задача гражданского общества – это в первую очередь консолидация, потому что действовать по принципу растопыренных пальцев – это не очень хорошо. Во-вторых, это повышение образовательного правового уровня, населения в том числе. Вот. Ну и третье – это создание новых институций. Опять же, я думаю, что чем больше в Казахстане будет появляться каких-то организаций, которые связаны с правозащитной деятельностью, с юридической поддержкой правозащитников и так далее, тем лучше будет в целом и для гражданского общества, и для граждан. Вот. Нужно создать свою инфраструктуру. Вот. И она должна быть очень работоспособная, эффективная, потому что когда такая сеть будет по всему Казахстану создана, ну тогда в какой-то степени это позволит и создавать очень хорошие основы для информационных волны, поддержки тех или иных активистов в регионах, в первую очередь, понимаете? То есть когда те или иные судебные процессы проходят в Алматы, об этом более-менее известно. Когда они проходят в регионах, меньше о них известно, только в узком кругу. Так не должно быть, потому что активистов и в регионе тоже очень сильно прессуют. Я думаю, что вот этот момент, связанный с инфраструктурой, новой инфраструктурой гражданского общества, которая должна быть создана, это тоже момент мы должны учитывать.